Здравствуйте, друзья! Вы на канале Братья Стройка, и тема сегодняшнего видео – выставление маяков для штукатурки стен. Прежде чем приступить к работе, нам необходимо выверить плоскость стены на наличие огрехов, неровностей с помощью измерительного инструмента. Это уровень или правило, желательно, конечно, 2-2,5 метра. А также малярный шнурок, если стена длинная, то есть проверить всю стену по всей длине, а также, возможно, придется диагонали стрельнуть. Так будет более точно. То есть какие у нас бывают огрехи, такие самые основные. То есть вогнутость середины стены. Это самый простой способ. То есть выставив крайние маяки к углам, промежуточные маяки будут выставляться уже на увеличенный слой штукатурки. Выпуклость середины стены — это более серьезный случай. То есть крайние к углам маяки уже надо на определенный слой оттянуть, чтобы промежуточные маяки влезли. В данном случае необходимо иметь и шестерку, и десятку под рукой, чтобы поиграться слоями. Ну и третий случай — это знакопеременные искажения. Это когда одна сторона стены завалена в одну сторону, а вторая в другую. То есть это так называемый пропеллер. Тут тоже повымахиваться надо. Вот. Эту стену я уже выверил, не буду вам показывать. Второй этап — это по уровню. 20 сантиметров от угла отступаю и рисую вертикальную линию. Это место нашего маяка, чтобы видеть, где его установить, чтобы при выверке вертикали иметь точные показания. Но если у вас есть лазерный уровень, можно это и с помощью лазерного уровня производить. Итак, друзья, отрезаем маячок нужной нам длины. Чуть-чуть минусуем, чтобы он у нас не упирался. Наводим гипсовой штукатурки. И так как мы уже выверили стену и знаем, где у нас минимальный слой, а где максимальный, наносим продольные лепешечки с интервалом где-то 20 сантиметров. Я их уже нанес. Низ у нас прижат, вверх, наоборот, оттянут. Кверху лепешечки более толстые. Вот. Прикладываем маячок по размеченной нами линии. Это будет его вертикальное положение. Пришлепываем слегка и обмазываем. Обмазав маячок, друзья, уже прикладываем измерительный инструмент, и в нашем случае мы прижали низ. Продолжаем теперь прижимать вверх до тех пор, пока не получим показаний идеально нашего инструмента. То есть низ у нас прижат, вверх оттянут. Я его умышленно оттягиваю чуть-чуть побольше, чтобы, прижимая уровень, мы ликвидировали все промежутки между уровнем и маяком. И слегка постукиваем. И проверяем показания глазка. На глазок, друзья, надо смотреть непосредственно параллельно полу, так как если смотреть снизу, вы получите ошибочные данные. Снизу может показаться, что все ровно. И вот так, продергивая уровень вдоль маяка, мы смотрим, нет ли там зазоров каких. Ну вот, маяк стоит. Еще раз поправляем штукатурку. И то же самое делаем с той стороны стены. Несмотря на то, что в видео довольно-таки все быстро, нет смысла вам показывать процесс целиком. Иногда приходится маяк по 2-3 раза снимать.
Итак, крайние маяки на стене установлены. Для установки остальных натягиваем шнурок в 3 местах. В 10 сантиметрах от пола и от потолка и один посередине стены. Проверяем, чтобы шнурок не касался у нас ни сетки, ни стены и был необходимый зазор. В данном случае, в нашем, стена, верх стены завалена в сторону улицы. И проблемное место с тонким слоем штукатурки находится внизу стены. Если правильно выверено основание перед началом установки маяков, то все должно получиться грамотно. По краям я оставил десятку, и хотелось бы, чтобы и в центре у меня стала десятка маяк. Как видим, десятка у нас проходит с зазором где-то 4 миллиметра. Если же в вашем случае не проходит, есть возможность установить меньше маяк, шестерку. Если же и шестерка не проходит, то есть еще вариант: слегка подштробить под маяком. Пластичность гипсовой штукатурки позволяет работать с этим материалом от 0 мм. Если же у вас цементно-песчаная штукатурка, то желательно обеспечить слой от 10 мм. Расстояние между маяками предпочитаю делать 1,20 м, 1,50 м, в крайнем случае 1,70 м. Считаю этот размер комфортным для работы с правилом. При увеличении работать становится тяжело, и хочешь не хочешь, правило в середине прогибается. Так как, на мой взгляд, промежуточные маяки устанавливать сложнее, чем крайние, и при установке крайних мы имеем определенную погрешность уровня, там 2-3 мм, а при установке промежуточных маяков у нас есть жесткий ориентир, хорошо натянутый шнурок. И тут нам даже не важны показания уровня, а важна плоскость. То есть маяк должен слегка прикоснуться к шнурку, максимальный зазор где-то полмиллиметра, чтобы шнурок остался натянутым хорошо и позволил нам выставлять дальнейшие в этой стене маяки. Увлажняю место установки маяка для увеличения времени работы. Далее наношу гипсовую штукатурку продолговатыми лепешечками. Слой делаю побольше, чтобы маяк нам при установке предварительной натянул шнурок для дальнейшей корректировки. Обращаю ваше внимание, что хвосты маяка, нижние и верхние, должны быть полностью заполнены штукатуркой, так как при работе правилом придется в это место нажимать, и они могут погнуться. Под шнурками должна быть наполнена штукатурка. Это у нас места для контроля. Это очень важно. Далее, друзья, заводим маяк под шнурки и располагаем его согласно нашей разметке. И обмазываем в черновую. Шнурок сейчас натягивает маячок. Далее, после чернового наполнения маячка штукатуркой, под центральный шнурок просовываю уровень 2,5 метра.
И осуществляю прижим нашего маяка до получения плоскости. Контролирую на просвет расстояние между маяком и уровнем, чтобы не было промежутков. Маяк может быть с завода гнутый, так в этих случаях стоит подложить какой-то материал подкладочный в этих местах, если он прогнутый внутрь, то есть пенопласт или камушек. Вот. Центральный маяк, центральный шнурок у нас натянут уровнем, но верхний и нижний остаются для контроля, то есть чтобы не провалить маяк глубже них. Чтобы увидеть, сколько у нас осталось еще расстояния для утапливания маяка, я шпателем слегка надавливаю на маячок и вижу в тот момент, когда от него отлипает шнурок. Это значит достаточно. Теперь вынимаем уровень и опять обмазываем. И осуществляем контроль, сколько у нас места осталось. Показывает, что еще можно чуть-чуть трамбануть. Промежуточный маяк считается установленным правильно, если при нажатии на него легком, прям после установки, не меняется положение шнурка. И шнурок осуществляет свободную вибрацию. Видим, что полмиллиметрика есть зазорчик. А также контролируем глазком, кладем уровень на центральный шнурок и контролируем просвет между уровнем и маяком. Все, маяк установлен.